Почему Америку не назвали в честь Колумба? Этот вопрос всплывает каждый раз, когда речь заходит об открытиях конца 15 века. Христофор Колумб в 1492 году на 3 каравеллах пересек Атлантический океан, высадился на Багамах, затем прошел по Карибскому морю и даже добрался до берегов Южной Америки. Он был убежден, что нашел западный путь в Индию и Китай. В письмах к королю и королеве Испании он упорно называл эти земли Индиями, а себя вице-королем. До самой смерти в 1506 году Колумб не изменил своего мнения. В те же годы другой флорентиец Америго Веспуччи, сначала как представитель банкирского дома Медичи, а потом как капитан, участвовал в экспедициях с 1499 по 1502 годы. Он плавал вдоль побережья современной Бразилии и Венесуэлы, тщательно фиксировал координаты, наблюдал за звездами и течениями. Вернувшись, Веспуччи написал несколько писем. Самое известное из них «Мундус Новус» вышло в печать в 1503-1504 годах. В нем он прямо заявил: это не Азия, а совершенно новый континент, четвертая часть света, о которой раньше в Европе никто не знал. Письма читали, перепечатывали и переводили. Они стали настоящим бестселлером. В 1507 году в маленьком лотарингском городке Сан-Дие группа ученых под руководством картографа Мартина Вальдемюллера и поэта Маттиаса Рингмана готовила большую карту мира и пояснительную книгу «Космография». Они собрали все доступные отчеты, в том числе Веспуччи, и искали имя для новой Земли. Чтобы дать имя этой Земле, ученые использовали латинизированную форму имени Америго – Америкус, и сделали его женским по образу Европа, Азия, Африка. В книге Рингман писал, что не видит причины возражать против названия части света по имени Америчи – Америка. На отправной карте название появилось впервые над тем, что мы теперь называем Южной Америкой. Карта быстро разошлась по Европе, хотя сам Вальдемюллер, позже, узнав больше о плаваниях Колумба, убрал Америку с последующих карт и написал «Неизвестная земля». Название уже прочно закрепилось. В 1538 году влиятельный картограф Герард Меркатор распространил его на оба континента – северный и южный, и с тех пор имя стало общепринятым. Испания в те же столетия предпочитала говорить «Индии» или «Земли Колумба», и фактически отказывалась принимать слово «Америка» в официальной речи на протяжении примерно 2 столетий. Однако другие страны быстро приняли новое имя и продолжили его употреблять. В итоге континенты получили название не по первому европейцу, кто их увидел, а по тому, кто первым объяснил Европе, что это действительно новый мир. Когда в 1507 году картографы искали подходящее слово, выбор пал на Веспуччи. Поэтому сегодня мы говорим Америка, а не Колумбия. Хотя отдельные места, такие как округ Колумбия в США или страна Колумбия в Южной Америке, все же носят его имя в память о первооткрывателе. Кстати, мои подписчики на Бусти читают посты и смотрят ролики до их выхода, а также получают доступ к уникальным записям, которых больше нигде нет. Успей присоединиться, пока действуют скидки. Ссылка в шапке профиля.